Сегодня второй день охоты. Цель наша — армянский муфлон. Поехали. Когда подошли, видели кровь, но барана не было. Дистанция 400 метров. Чтобы бараны нас не увидели. Мы будем ползти. Я смотрю, пробегает два барана. Медлить времени не было. Хорошая работа. Так держать. Будь начеку с тем, кто никогда не промахивается. Скорее всего, он врет и о других вещах тоже. Понимаешь, да? Стоит один хороший. Черт, он огромный. Сколько метров? 250 метров. Вот это класс. Вот это хороший. США. Штат Техас. Среди огромного многообразия видов, населяющих эти земли, есть горные животные. В их числе красный и гривистый баран и армянский муфлон. Предки этих особей родом из Африки и Ближнего Востока. Теперь эти виды обитают и здесь, на другой стороне Земли. Хорошая работа. Спасибо большое. 1-1. Как сказать, маленький? Маленький. Старушка, немецкая винтовочка, не подводит. Мы дадим им подойти. Я его вижу. Ждем. Трофейная охота в Техасе. Фильм 2. В предыдущем фильме. Чтобы добыть редкие трофеи, охотник Сергей Мазуркевич отправляется через океан. Из Лос-Анджелеса он выдвигается в Эль-Пасо, штат Техас. Там его встречает Джон Мур, один из организаторов охоты. Мы рады, что вы с нами. До охотничьей хижины они добираются только глубокой ночью. Утром охотник пристреливает арендованный карабин С этим антиквариатом довольно сложно будет. и оформляет лицензию на охоту. Она начинается на следующий день. После нескольких часов поисков охотники выходят на след трофейного самца. Подход оказывается неудачным, но убегающего красного барана все же удается взять. Уже вечером команда выдвигается на поиски армянского муфлона. Аутфиттер почти сразу замечает интересную группу. Несмотря на большое расстояние и уходящее солнце, охотники решают подходить. И оказываются обнаружены. Любопытные животные не спешат уходить, и охотнику удается занять позицию для стрельбы. После Аляски штат Техас занимает второе место по территории в США. Этот штат также второй по численности населения после Калифорнии. Техас является одним из центров американского сельского хозяйства, скотоводства и нефтегазовой промышленности. Для этой территории характерны частые смерчи и эпизодические тропические циклоны на побережье, приводящие к серьезному ущербу. Техас богат разнообразием флоры и фауны. Самыми многочисленными животными являются койоты, олени и броненосцы. Также в Техасе обитает множество интродуцированных видов, то есть намеренно заселенных с других территорий. Завоз экзотических животных в Техас начали в 30-х годах 20 века. Наиболее успешно были интродуцированы такие виды, как аксис, нильгау, гарна, дикие бараны и другие. Такие экзотические животные, как зебра, жираф и лама, также встречаются, но в меньших количествах. Многие землевладельцы разводят для продажи оленей и антилоп в обширных вольерах, огороженных высокой сеткой. Другие ранчмены выпускают диких животных на огромное пастбище, где они пасутся вместе с домашним скотом. Охота в этих землях считается охотой в открытых территориях. Здешние заборы предназначены для домашнего скота, а дикие животные перепрыгивают их безо всяких проблем.
Похоже, что на таком расстоянии муфлоны чувствовали себя в безопасности. Они продолжали спокойно стоять. Самец с самыми выдающимися рогами был у охотника на прицеле. Дистанция составляла 370 метров. Охотник принял решение стрелять. Произошел промах. Смотря, наблюдая за траекторией полета пули, пришли к мнению, что пуля прошла выше. Стрелять во второй раз не было смысла. Муфлоны так и не остановились. Выше взял. Ну, наклон, наверное, не учу, я наклон немножко. Надо было чуть ниже взять. После того, как мы уже прилетели в Екатеринбург, разобрали выстрел, по секундам четко видно, пуля пролетела перед грудью барана. Был серьезный ветер, то есть для калибра 3.38 на 370 метров это было бы, наверное, незначительно. Для 7-миллиметровой пули она довольно легкая, я сейчас не помню сколько граммов, легкая пуля. Она сыграла эту свою роль, и пуля четко пролетела перед грудью барана. Почти. Вообще неудобно было. Лежал так буквозер. Надо было сменить позицию, они стояли, в принципе, смотрели. Поторопился чуть. Первый день охоты. 1-1. Ладно. А так, знаешь, не мой баран. Пойдем завтра другого искать, своего. Вы были близко. Ни разу такого не случалось. Серьезно? Конечно, случалось. Все нормально. У нас есть такое выражение. Будь начеку с тем, кто никогда не промахивается. Скорее всего, он врет и о других вещах тоже. Понимаешь, да? Поехали. Охотничье хозяйство Роуди Макбрайда расположено на землях крупного нефтяного магната. В 1977 году хозяин ранчо выпустил в эти места несколько видов животных из Ирана. Животным отлично подошел здешний климат. Спустя 11 лет здесь начали организовывать трофейную охоту. На протяжении 3 десятков лет охотники со всего света приезжают в Техас, чтобы добыть редкий трофей. Тем временем средства, полученные от организации охот, идут на развитие и защиту популяции. Данное охотхозяйство – отличный пример эффективного природопользования и доказательство позитивного аспекта трофейной охоты. Слушай, а это был хороший муфлон. Давай не будем об этом. Ладно, Но все-таки он был очень хороший. Второй день охоты начался морозным утром, 0 градусов было. Сегодня второй день охоты. Цель наша — армянский муфлон. Сегодня похолодало, синоптики обещают +8, +10. как сам? Ну, в принципе, это неплохо. Вчера слишком уж жарко было. Выдвинулись с базы. Буквально спустя 30 минут обнаружили группу баранов на расстоянии 350 метров. Не успели произвести выстрел, они сдвинулись. Роуди предложил объехать с другой стороны, пройти навстречу им. Начали двигаться, где предположительно они могли бы выйти. Армянский муфлон или закавказский горный баран обитает в горных районах Армении, а также в горах Турции, Азербайджана, Ирана и Ирака. Также он интродуцирован в некоторых охотничьих хозяйствах Соединенных Штатов. Высота муфлона в холке достигает 81 сантиметра, вес от 45 до 63 килограммов. Рога у самцов относительно небольшие, по изгибу их длина обычно не превышает 70 сантиметров. Общая окраска рыжевато-желтая. Буквально прошли метров на 300. Я смотрю, пробегает 2 барана на расстоянии 100 метров. Медлить времени не было. На скидку с плеча. Только он остановился, баран, буквально 1 секунда, произвел выстрел. Четко не понимал, было попадание или не было, потому что бараны находились в траве. То есть был какой-то рывок, прыжок и все.
Охотники пошли по следу. Когда подошли, видели кровь, но барана не было. Пролитая кровь – это серьезное ранение. Кровь хорошо идет. Даже если сильного на рану зверя не удастся найти, охота будет закончена. Лицензию на муфлоны придется закрыть, и охотник поедет домой без трофея. Наконец, трофей был найден. Смертельно раненому муфлону удалось уйти на 60 метров. Спасибо большое. Хорошая работа. Отличный баран. Добыт утром. Абсолютно точно. И добыт быстро. Поздравляю. Благодарю. Массивные рога. Хорошая база, гайд. Действительно хороший. Мы говорим массивный трофей. Мощный такой. Полчаса, как выехали мы с базы, где ночуем, сразу взяли вот армянского муфлона. Это второй баран. Он как стоял, как боком немножко, смотря на меня. Я произвел выстрел. А это уже выходное отверстие. А входное отверстие вот. Хороший самец. И выстрел точно. Идеально. Все прекрасно. Роуди говорит, профессиональный выстрел, что вчера, что сегодня, ровно по месту. Но старушка, немецкая винтовочка, не подводит. Один выстрел, один трофей. Начинаю думать, не поменять ли мы мою тяжелую 9-килограммовую винтовку на что-нибудь подобное. Само собой, любой охотник гораздо комфортнее чувствует себя со своим оружием. Но на этой охоте арендованное оружие показало себя на удивление стабильно. Вчера охотнику удалось взять красного барана с первого выстрела. Выстрел был произведен с одного холма на другой, на дистанцию 330 метров. Угол наклона составлял около 10 градусов. Ты взял его. Из старенькой немецкой винтовки пришлось стрелять выносом. Чтобы попасть в цель на дистанции 330 метров, было необходимо вынести марку прицела выше, на 2 угловые минуты. Пуля пришла точно в цель. Мне понравилась баллистика. На 300 метров падение, там 2 минуты всего лишь. Там 21 сантиметр, 20-21 сантиметр падения пули на 300 метров идет. Великолепно. Отличный трофей. Судя по качеству, мне кажется, он существенно хуже был, вчерашний трофей, нежели сегодня. Сегодня вот он явно старенький такой. Но легкая винтовка все-таки с плеча, понятно, дает возможность быстро выстрелить. До 300 метров великолепно работает. Очень массивный трофей. Образцовый. Хорошая работа. Так держать. Теперь, когда красный баран и армянский муфлон добыты, Роуди предлагает охоту на гривистого барана. За время проживания на ранчо охотникам не раз довелось увидеть этих красивых животных. Они передвигаются группами, особо не опасаясь человека. Но старые трофейные самцы обитают в другой части ранчо. И по утверждению Роуди, охота на них может быть сложнее, чем кажется. Сегодня добудем гривистого. С ним могут возникнуть сложности. Из-за тумана. Он обитает в другой части ранчо, с обрывами. Добытый трофей доставили на базу, перекусили и приготовились выдвигаться на поиски гривистого барана. 2 барана взяты. Красный баран вчера, сегодня армянский муфлон. Сейчас выезжаем за гривистым бараном. Вечером в Аль-Пасо и потом в Лос-Анджелес, с Лос-Анджелеса на Москву. Пока такие планы. Также в горах можно встретить трофейного ошейникового пикари. Роуди также организует охоту на этих необычных зверей. Окрас и вот строение шерсти. Натуральные нутрии. А внешне вроде как кабан. Ну, свинья. В любом случае с пятачком. Дай ему конфету. Вкусная конфета. Ну, говорят, они кусаются. И очень зубы такие ядовитые, видать, грязные. Будут болезненные последствия после укуса. Лучше близко не подходить и с рук не кормить. Ну, предлагают еще и походиться здесь. Это, понятно, ручной здесь, домашний.
когда выехали, Роди сказал, что здесь трофейных бананов нет, надо ехать в горы. Что и было сделано. В этой части ранчо рельеф был действительно совершенно другим. Там баран? Нет. Не то чтобы... Популяция гривистого барана, конечно, колоссальная. Табуны такие, по 30-50 штук бегают. Видать, здесь они просто хорошо себя чувствуют. Как сказать, маленький? Маленький. Однажды он станет красивым трофейным самцом. Гривистый баран или аудат – животное родом из пустынных гор Сахары. Этот вид отличается впечатляющей гривой, растущей на горловой стороне шеи. Аудат, с точки зрения биологов, занимает промежуточное положение между баранами и козлами. Самцы могут достигать 1 метра в холке и более 1,5 метра в длину. Весят самцы в среднем от 100 до 145 килограммов. Рога носят оба пола. Однако у самцов они более массивные и могут достигать длины до 85 сантиметров. Гривистые бараны отлично лазают и активны главным образом в сумрачное и ночное время. В их среде обитания почти нет растительного укрытия от глаз хищников, поэтому при опасности они просто останавливаются как вкопанные. Сегодня гривистый баран интродуцирован в другие части Африки, Испанию и США. В штате Техас животные расплодились настолько, что наносят ущерб полям с озимыми зерновыми культурами. Экологи опасаются, что его численность будет еще больше возрастать, и он начнет вытеснять коренной североамериканский вид толсторога. Джон заметил большого пекаря, снующего между кустов. Вот, здесь я его видел. О, вот он где. Чтобы выманить его на открытое пространство, он использует специальный манок. Он сейчас сильно напуган. Хотя обычно это срабатывает. Это забавный способ добычи. Поросенок оказался не трофейным. И охотники не стали тратить на него время. Главная защита от хищников у аудада – его превосходный слух, зрение и умение высоко прыгать. Охота на него, как показывает практика, является весьма непростым занятием. Из-за трудностей ландшафта часто необходимо стрелять с расстояния, превышающего 250 метров, к чему охотник должен быть готов. На одной из скал аутфиттер обнаружил одинокого самца. К сожалению, он также не отвечал трофейным стандартам. За своими плечами Сергей уже имел опыт охоты на гривистого барана. Зимой 2016 года в горах Испании он успешно взял трофей аудада. Тогда выстрел был совершен с расстояния 300 метров под наклоном в 30 градусов. Баран оказался 8-летним самцом со средними трофейными качествами. Роуди убедил, что в их хозяйстве гривистый баран очень крупный, он в 2 раза больше испанского, он интересный, и мы поедем в то место, где есть крупные бараны. Поиски трофейного барана продолжались несколько часов. В тот момент, когда охотники собирались выдвинуться на базу, Роуди заметил нечто интересное. На расстоянии примерно 2 километров паслись 2 крупных самца. Черт. Я думаю... Гривистый. Ага. Похоже, неплохой. Стоит один хороший. Смотрите ниже вот этой вершины. И чуть правее увидите маленькую светлую плоскую точку. Увидели, что один из них довольно такой интересный. Гривистый баран с белой бородой. Такой уже видно, что и старый.
Борода вообще до этого, до земли у него белая. Вообще хороший. Здоровый такой. Седая белая борода. Вниз пошли, влево. Да, все нормально. Баран трофейный, но далековато. Нам нужно немного подождать. Нужно понять, как к нему подобраться. Бараны потихоньку двигаются к нам, так что мы позволим им подойти. Вот такой план. Бараны подошли чуть ближе и расположились на лёжках в тени развесистого дерева. Теперь расстояние между ними и охотником составляло около 600 метров. Аутфитеры принялись разрабатывать план действий. Необходимо было подойти к барану на дистанцию до 300 метров. Сделать это в условиях подобной открытой местности будет непросто. Поэтому действовать придется крайне осторожно. Конечно, 500 метров. Дистанция для этого карабина. На этот раз охотникам повезло с подветренной стороной. И можно не волноваться, что осторожные животные обнаружат их по запаху. Дистанция 400 метров. Там 400 метров. Чтобы бараны нас не увидели. Мы будем ползти. Будем держаться как можно ниже. Молодец, вроде сумел подвести на расстоянии 250 метров. Я их вижу. Ждем. Сколько метров? 250 метров. Охотник отлично видел обоих самцов. Тот, что справа. Оценив ветер и дистанцию, он прицелился и совершил выстрел. Готовься снова, он справа. Стреляй еще раз. Похоже, произошел промах. Из-за отсутствия всплеска в высокой траве не было видно, куда именно попала пуля. Давай, правый баран. Не теряя ни секунды, охотник произвел второй выстрел. Баран упал. Похоже, он был ранен. Нет, будь готов стрелять еще. Дабы избавить животное от страданий, пришлось совершить еще один контрольный выстрел. Есть. Второй ведомый самец не уходил. Все. Спасибо. Крылистый баран. Тот начал вставать, чтобы за ним не бегать уже. Времени мало. Контрольный выстрел сделал. А второй он стоит. Не хочу сниматься в кино без моей шляпы. Вот, теперь можешь снимать. Второй баран ушел только когда охотники выдвинулись к трофею. Это когда лежит и не двигается, тогда есть вероятность, что он подскочил, побежал. А дергается все. Вау, вот это класс. Вот это хороший. Супер. Большое спасибо. Хороший трофей, да? Габариты и размеры трофея впечатляли. То есть это огромное, крупное такое животное, старое, с белой такой бородой, характерное для гривистого барана. Тяжелый, да? Черт, он огромный. Все-таки попадание было, но, видать, не смертельное. Вторым выстрелом уже он четко лег. Отличный выстрел. Ну, так был взят третий трофей.
На этом и заканчивается наша экспедиция. Разделывают барана. Решил взять полностью всю шкуру. Довольно красивое животное. С белой такой бородой. Прям до земли. Порядка 10 лет возраст. И охота, по сути, закончилась. За 2 дня мы взяли 3 трофея. У нас все прошло довольно успешно, удачно. В сжатые такие сроки. Ребята работают на высшем уровне. Роуди профессиональный. Аутфиттер с большим стажем. И все делает профессионально, умно, уверенно, сея свои действия, прочитывая наперед. Довольно все слажено. Популяция хорошая, на высоком уровне и сервис, и отношения. Главное отношение, впечатление только положительное. Охота завершена. Всего за 3 дня пребывания в этом образцовом охотничьем хозяйстве охотнику удалось добыть 3 достойных трофея. Такая техасская охота интересная. Может быть, она не сложная, но и все же должны в конечном итоге быть сложные горные охоты. Когда-то мы должны и отдыхать. Оставайтесь с нами, ведь впереди вас ждет еще множество зрелищных охот на самых непредсказуемых обитателей земного шара, в его самых невероятных уголках. Don't got this way.